чертежам, можно на него спокойно ориентироваться, и любой человек может собрать. Но мы соберем ее, чтобы вам было еще проще и удобнее. Не будем пока пользоваться этим паспортом. Разложим то, что положено в этом коробочке. Вытащим все. В двух таких вот целлофановых пакетиках, как правило, они все одинаковые, эти наборы, все вот эти вот вещи. Значит, сначала возьмем вот этот вот и вытащим оттуда гаечку и болтик. Для чего они, значит, нужны? У нас существует в основном таких вот два сорта крепления кронштейнов. Вот первый кронштейн — это такой вот цельносварная конструкция, которая крепится к стене, и его собирать не надо. Просто вот здесь есть такая вот, в другом пакетике такая вот шляпочка на него, которая одевается вот здесь только сверху, и он готов к использованию. Второй сорт кронштейна, который сейчас применяется чаще, состоит из двух частей. Вот для чего нам нужен вот этот болтик. Значит, вот располагая вот так кронштейн, вот эту площадку мы должны прикрепить вот сюда. Вставляем ее сюда. Вот упало у нас. Так, и мы здесь вот болтик. Ну, если он вот не идет, помаленьку можно, как я и говорил, молоточком стучать. Затем, значит, мы завинчиваем его и затягиваем. Вот ключом на 13, мы здесь вот затягиваем. Теперь одеваем вот сюда эту крышечку, и кронштейн у нас готов к употреблению. На уроке по установке мы расскажем, для чего вот применяется вот эта площадка. Ее можно методом вот нагибания изменять угол вот это. Если у вас неровная стена, ну я расскажу об этом. Он может ведь вот так стоять и так. Ну вот она нужна нам для регулировки. Это более такой как бы образец новый. Убираем ее. Теперь приступаем непосредственно к сборке самой. Здесь имеется у нас вот такая часть. И сама вот пока такая вот тарелочка. Высыпаем из пакетика данные вот эти все болтики. Старайтесь не рассыпать их, чтобы они у нас были все. Берем в руки вот эту часть. Тут даны два таких квадратика пластмассовых, которые мы вот так вот крепим, чтобы не попадала влага. С обоих вот сторон вот этого можно подстукнуть также маленько молоточком. Вот она у нас вот. Сначала мы соберем вот эту часть антенны. Для чего? Берем вот такую площадочку, которая здесь у нас есть. Вот такую. Она совершенно, видите, по своей форме одинакова. Но вот тут вот только два у нас отверстия, а здесь одно. И как написано вот опять в этом же паспорте, можно посмотреть, как расположены. Сверху, значит, крепится, будет у нас крепиться два вот эти отверстия, вот так расположится она. Ну вот мы на нее должны закрепить вот данную, соединить две вот эти конструкции. Вот смотрите, здесь имеется два таких отверстия. И здесь имеются вот на этой тоже два. Здесь они вот так расположены, видите? Не спутайте их вот с данными. Ну тут, как если вы так будете, они просто не совпадут. Берете вот так ее в руку, накладываете ее, чтобы совпадали вот эти отверстия. Вот так вот. Вот она должна быть как расположена, вот такой у нее вид. И затем вот такими болтиками просовываете вот так. Шляпки вот эти должны быть со стороны вот этой вот дуги, чтобы они не задевали. Если мы их поставим вот в таком расстоянии, в таком, они будут задевать у нас закрепление тарелки и согнут ее. То есть вот шляпки должны расположены быть вот сюда идти к ней. Затем мы, значит, гайкой крепим их. Один болтик. И второй. Они все одинаковые здесь в наборе, поэтому вы не перепутаете.
Это иногда заливка очень такая есть, поэтому нужен молоточек, можно маленько его легко размещать. Конструкция должна быть довольно прочна, поэтому вы, как я вот и говорил, 2 ключа на 10. Одним ключом вы придерживаете с этой стороны и от руки затягиваете сначала вот одну гаечку, затем аккуратно вторую. Так. Затем берете вы в руку вот этот и тарелочку. Можно для удобства положить вот так на стол ее. И вот, как бы сказать, вот тут 4 отверстия вот на тарелке. И вот так ее накладываем. Тут вы спутать тоже не должны, потому что вот он вид тарелки. Вы никак тут не спутаете ничего. Одной рукой вы берете вот такой вот со шляпкой блестящей. Шляпка должна быть расположена для красоты, соответственно, монтажа вот отсюда. Вот вы засовываете один и гаечкой аккуратно вот сюда ее прикручиваете. Также вы делаете это и с другими. Не очень удобно, но когда вы соберете много уже, вы будете уже это собирать как обычно, без всякого труда. Вот это долго, может быть, я тут собираю, но лучше посмотреть все в реальном времени и уже лучше, когда все это видно. Так. Антенны диаметром 60 сантиметров собирается также, у них маленько вот эта площадка другого вида, но в основном это то же самое. Чертежи там тоже есть, поэтому сориентироваться можно. Вот, если гаечки проскальзывают, надо как-то вот умудриться, значит, отверточкой придерживая или вдвоем, вот так, или как-то вот так, маленько их все-таки подзатянуть, чтобы тарелка у нас не болталась. Потому что от руки это сделать не всегда удобно. Вот так. И с этой стороны также у нас уже заклеилось. Вот, теперь вы ложите, значит, на стол ее вот таким образом. Вот, как мы и сказали, у нас вот эти отверстия два оказались вот в таком, смотрите, вот варианте. Вот они, две, эти, они смотрят вверх здесь. Теперь берем вот данную часть. Вот так она выглядит. И что мы делаем? Вот. Мы теперь вот так ее сверху вот этих одеваем. Вот так вот. Вот она, вот так мы ее примерно прикинули. Вот по отверстиям по этим. Теперь нам нужно вот этот элемент, вот смотрите, скобочка и две гаечки вот такие. Нам необходимо, значит, ее вот так вот, как вам показать, вот так. Вот, берем здесь вот так, подлаживаем маленько, а здесь на крайнее отверстие, вот это. Не тут два отверстия, одно здесь, но делайте лучше вот так, которое расположено ближе к этой части. Помаленьку ее вставляя скобочку вот сюда. Но если мы будем затягивать этими гайками, вот эта конструкция сожмется. Чтобы она не сгибалась, у нас имеются две вот такие трубочки, которые необходимо нам вставить вот между вот этих конструкций. Вот смотрите, вот так я вставляю одну, аккуратненько очень. И не очень удобно это, конечно, но при навыке определенно вставляем так и просовываем трубочку до конца. Здесь удобно, смотрим, чтобы они совмещались. И мы ее вот так ее просовываем. Видите, эта скобочка у нас вот вышла сюда, вот таким вот образом. Затем мы наживляем эти гаечки сюда и немножко их затягиваем ключом. Очень удобная конструкция тем, что
если бы здесь были тоже гайки, то надо было бы два ключа иметь, одной держать, что очень неудобно. А здесь с одной стороны скобочка, а с другой гаечки, вы их немножко спокойно подтягиваете, и они уже у вас здесь с этой стороны не проворачиваются. Но сильно не надо, чтобы вот она вот так у вас ходила, эта конструкция. Вот так. Вот эту часть мы собрали. Что еще вот в этой части, значит, нам нужно? Имеется вот такая скобочка, вот. Здесь имеется прорези такие. Но мы обычно делаем, вот она просовывается вот так в обе прорези, вот, и выводится посредине крепежа антенны кронштейну, вот так. Сверху одевается вот такая скобочка. Вот так сверху. Раз. Вот так. Вот, которая будет таким образом крепиться. Здесь будет кронштейн, вот как мы показывали. Вот он так будет. И вот так вот он будет открыт. Ну, его уже антенна крепится на кронштейн, когда он закреплен на стене, поэтому здесь вы просто наживляете гаечки, вот так. И там уже по ходу дела вы делаете. Но иногда она туговато, так вы постарайтесь ее вот так разработать и накрутить гаечку на столе подальше, туда вот подальше чуть-чуть, чтобы вам было удобнее уже где-то на лестнице работать. Вы просто одели, маленько их подтянули, и антенна оказалась закреплена. С этой частью мы закончили. Вот почему важны вот эти вот отверстия, вот как расположены. Когда вы крепите здесь, антенна 55 должна смотреть вот в наших здесь положениях вот маленько вверх. Поэтому если вы закрепите вот эту часть неправильно, вам будет не поднять дальше, например, вот такого положения. И вы никогда не поймаете спутник. Потому что, видите, она должна смотреть вот в таком варианте. Вот это очень важно. Переходим теперь к креплению конвертера. Вот, здесь имеются также два отверстия. Ну, мы вот берем коробочку, достаем. Их бывает много разных сортов. Допустим, вот здесь имеется вот такая штучка, которая одевается сначала на кабель. Кабель заделывается, но потом мы все это объясним. И потом вот так она крепится, видите, вот. При сборке вы должны ее сделать вот таким образом. Теперь взять вот эти оставшиеся у нас на столе крепления, вот такие. У нас осталось, вот видите, два вот таких части креплений и два болтика с гаечками. Делаем как? Вот конвертер должен смотреть, сами видите, вот куда, да? Ну и прикиньте, вот как, вот так вот должен он ложиться. Значит, вы берете вот так его, можете даже вот так раз и его померить, вот как вот он будет у вас смотреть на антенну. Затем вы вот так совмещаете, вот тут надо нажимать вот рукой, взять болтик и просовывая его вот сюда, очень так сильно сжать эту планочку и наживить маленечко вот гаечку. После чего, значит, вы должны вот этот конвертер направлять, чтобы вот он был, вот эта штука была параллельно, вот сам крепеж конвертера параллельно. Тут роли играет изгиб конвертера вот так. Хотя на других спутниках это очень важно, мы потом вам покажем. Здесь же можно сразу затягивать окончательно. Вот так ставите, но эта платочка должна быть расположена ближе, как можно, к головке конвертера. Вот. Видите, тут есть возможность ее и дальше отодвинуть. Надо, чтобы вот так она была, чтобы головка была непосредственно в этой планочке. Затем берете два ключика на 10 и очень так нежно вы ее, пока не упрутся обе сторонки, вот так вот и затягиваете. Так. Сейчас мы посмотрим. Вот. Сильно затягивать не надо, потому что конвертер пластмассовый, может он лопнуть от такой чрезмерной затяжки. Также крепится и второй, ну как страховочный пластик. Вы его можете тоже чуть-чуть, слегка, только слегка подтянуть. Вот так подтянули. Теперь у нас получилась, значит, вот собранная тарелочка и собранный вот данный кронштейн. Вот. Это, может быть, как бы довольно долго выглядело, но зато в реальном времени мы посмотрели, как вот
можно собрать антенну. Вы можете потом прокрутить этот урок несколько раз и уже